Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. Что вам нужно услышать прямо сейчас? Что важно знать? Возможно, вы решаете какой-то свой вопрос или проблему с множеством вариантов. И понятно, мы все хотим максимального приложения, если даже сил, то тогда и максимального эффекта, как минимум какой-то пользы. А может быть, вы хотите прояснить какой-то вопрос. Ну, задачи тут у каждого разная. Это у нас общий расклад, но тем не менее, как альтернативный вариант. Вот давайте мы узнаем. Может быть, нам карты дадут совет у кого-то из вас, когда у нас навалилось, да, из разряда, когда, может быть, что-то не одно, а несколько каких-то позиций или несколько условностей, несколько обстоятельств, какая-то путаница происходит или словно, может быть, чужая игра. Вы вот как заложник в том лабиринте. Мы можем у себя спрашивать: так, хорошо, а как быть? Когда вот действительно или руки опустились, или когда ты сам растерялся. Вот, может быть, и для кого-то из вас, я очень надеюсь, что даже если, да, все же будем реалистами, я об этом периодически напоминаю в своих раскладах. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, давайте мы узнаем, какую историю сегодня нам готовы раскрыть карты, о ком рассказать, о чьей судьбе. И, может быть, кто-то из вас себя узнает. Что нам о вас расскажут карты? Как они видят и какую историю они готовы продолжить, как приоткрыть завесу будущего. Итак, кто же вы? Проведем сигнификацию. Боже мой, ну тут такие люди миролюбивые. Вот точно, как мои подписчики, мои дорогие, правда. У меня настолько лояльное сообщество, что даже мне присылает иногда уведомления, правда, YouTube, что у меня очень хорошее сообщество, именно лояльное, доброе. И я вам за это всячески благодарна. Потому что мне очень важно, ну, где-то, знаете, близких по духу людей, на своих каналах видеть, да, те, кто смотрит мои видео. Конечно, люди разные заходят, но вот именно основа, да, это вы мое вдохновение. Хочется сказать, правда, добрые слова, потому что аркан мир. Кто-то ищет примирение, может быть, с конкретным человеком, или, может быть, и была какая-то прежняя история, которая тоже, вот правда, лабиринт, путаница какая-то. И вы уже готовы на примирение. У кого-то обратно, внешняя ситуация, да. Может быть, был какой-то сложный момент, когда вам все же нужно было сказать кому-то «нет». Или ясно заявить о своем мнении, обозначить какие-то свои границы. Это часто, и это очень важно в нашей жизни сделать. Но вы теперь можете думать, может быть, последствием как раз явилось молчание человека или какой-то словно откат назад, да? Потому что, ну вот, вроде бы я сделал или сделала все правильно, и с самыми лучшими побуждениями, а вот получилось то, что получилось. И тогда, знаете, я вам сразу скажу, потому что ведь это старший аркан, он любой будет из старших говорить о том, что это не только вы решаете, мои дорогие. Вы-то самыми лучшими посылами, побуждениями, а вот границы существуют у человека. Может быть, это даже официальный вопрос, там тоже какие-то рамки, границы, законы, приказы, да, например. И если это касается именно руководителей, чиновников, там тоже ни вперед-назад, ни вправо, ни влево, там есть какое-то ограничение. А может быть и банально какой-то человек всерьез задумался о том, что с вами игра не пройдет. С вами все серьезно. Именно серьезно. Или решаю сейчас, но я не могу тут, как будто он не может. Или ситуация, да, даже если это какие-то документы или согласования. С одной стороны, с вами вроде как нужно продолжать договариваться, дружить, но подводить так или иначе какую-то историю к общему знаменателю. Но вы-то сами, вы человек очень гармоничный. Вот, пожалуй, это самое главное. Гармония, дипломатия, она вам свойственна. Может быть, в своей жизни вам очень часто доводилось, как наступил на горло собственной песни,
но зато сделал кому-то хорошо. Но у вас сейчас время такое, мои дорогие. Вот судьбоносное время, не побоюсь этого слова, потому что какой-то жизненный этап у вас заканчивается. Все-таки старший аркан последний. Примите это к сведению. Здесь не происходит просто так что-то. Вы сейчас будете встречать тех людей, которые вас либо заставляют о чем то задуматься, либо, ну, что-то привносят такое вот свое в вашу жизнь, но каким-то образом или взаимодействовать с этим человеком придется, или какие-то черты характера от этих людей, может быть, как пространство вам советуют перенять, в хорошем даже смысле, правда? В каждом человеке есть и плюсы, и минусы, как у нас с вами. От этого мы никуда не денемся. Но то, что вы интересная, очень гармоничная личность, это точно. Для кого-то из вас буквально решение вопроса, которое вот-вот как будто решится. Какая-то может наступить, но если не ясность, то определенность. Ладно, кто же вы, что у вас прямо сейчас вот происходит? Ну вот как будто был мир, а вот теперь... Ну, вообще-то это завершение. Карта, когда мы закрываем в прошлое дверь. Поэтому все то, что я в последних фразах сказала, очень символично. Но, может быть, вы сейчас вам сложно принять какую-то историю, вы думали, будет продолжение, или продолжение уже наступило. Но это опять же было в прошлом. Это знаете, как туда-сюда, у кого-то могли быть даже личная жизнь, качели или официальный вопрос. Такое тоже бывает. Мы хотим что-то осуществить, и вроде бы у нас все складывается, и все это, ну, как будто идет, но доходя до какой-то точки, потом мы понимаем, что, а нет, по какой-то причине либо документ приходит, либо появляются какие-то препоны, да, в виде законов или каких-то там актов, когда вот и, может быть, даже, да, человек, руководитель, с которым вы контактируете, он готов идти вам навстречу, но, опять же, повторюсь, человек в каких-то рамках, он не перепрыгнет какой-то барьер, и вам вот этот откат вы получаете заново. Ну, давайте дальше продолжим. Кто же вы? Вот интересно, у меня был предыдущий расклад, и он назывался «Как быть?». Я именно такой хотела сделать расклад. Это было пару недель тому назад, и многие из вас посмотрели. Благодарю вас за просмотры, за ваши комментарии. Нет таких раскладов, в принципе, как быть, да? Необычный вопрос. И я хорошо помню, что этот расклад, потому что он первый, наверное, он начинался именно с аркана влюбленной. Путаница, мои дорогие. Вот действительно лабиринт какой-то, да? Вроде завершения 2 карты, но что-то ведь внутри не согласно. Вот эта мудрая часть вашей души и добрая часть вашей души не согласна с каким-то холодом. Может быть, с той реальностью, которую надо принять. Все противится. И где-то умом, может, вы понимаете, я зависну вот в этой путанице. Или в какой-то, знаете, паутине мысли могу зависнуть, как будто буду подвешена или подвешен, да? И не вперед, и не назад. Прилип, да, вот буквально такое состояние. И это для меня не прогресс. Но, боже, так сложно, ну как же мне выйти действительно из этой сложной ситуации? Ситуации во взаимоотношениях. Или ну, как мне, может быть, решить вопрос по жилью, у кого-то так? Как мне быть с работой? И опять же, старший аркан нам дополняет той мысли, что не все в вашей власти, мои дорогие, ну правда. Это колода Чиро Маркетти, королевское таро. Обратите внимание, наша девушка, она как бы двое изображено, правда? И всегда двойственность обозначается колоннами, как будто два решения. Нам кажется, что нужно, ну, вроде выбирать что-то одно. Вот представьте себе, что вот все то, что вы пережили, это просто нужно сохранить как опыт. Но не дать себя обесточить, чтобы вот даже сожаление о прошлом или какие-то наши истории сугубо личные, которые вроде развивались хорошо, которые у нас оставили море положительных эмоций, приятностей каких-то, но вот оно все равно, оно не будет как минимум продолжаться в том ключе, как вы это представляете. Девушка в реальной жизни, а спутник, рыцарь, такой могучий, красивый, это образ. Это всегда карта выбора. Это двойственная ситуация. Поэтому в виде образа, видимо, Черо Маркетти великий знаток именно символов, знаков. И вот эти две колонны.
Мы не можем, нам надо принять какую-то реальность, которая сложилась сейчас. Может быть, это как новая точка отсчета, хотя, может быть, и точка невозврата тоже. Ожидание. Вот вы сейчас ждете. Ждете, может быть, окончания финала какого-то, да, по работе, по документам, может быть, даже по отношениям. Уже лучше бы прояснить что-то. Ну, может быть, вы готовы к диалогу, да, ведь так тоже бывает. Вы готовы к искреннему диалогу, но любой диалог как минимум двое. Ну, это на самом деле так. И от того, что мы хотим, а человек не желает, ну, как мы тут на этот процесс никак не повлияем. И у кого-то из вас вот именно то, что какое-то молчание или, да, вот все карты говорят, как будто образы, ожидания, прошлое, где реальность? Тем не менее, старший аркан говорит, это так завершается что-то. Это ты скоро что-то узнаешь. Больше, может, именно та история, либо взаимоотношения. Может быть, больше процент смотрит именно когда с человеком связано. Или личная даже, да, история. У кого-то, может быть, это связано с близким человеком буквально. У кого-то это касается детей, у кого-то, может быть, супругов. Но даже если не было брака, может быть, длительные какие-то были отношения. Карта ностальгия. И карта все-таки шестерка. Мы говорим, 6 это победа. Поэтому, может быть, победа, надо принять какую-то ситуацию, то и будет ваша победа. Когда вас перестанет прошлое мучить. Но, может быть, и такой момент я не исключаю, что вас как судьба подводит к какому-то итогу, выводя из прошлого. И тогда она будет говорить, оставь вот эту ностальгию. Она тебе просто, как бы ситуация, она уже завершилась. Вот ты, может быть, и получишь вот какой-то документ или важное известие. Вот я такое допускаю. Все-таки первый у нас 21-й старший аркан. Или вы уже это получили, кстати. Но вот эмоции, ожидания, воспоминания — это вот просто так приказать себе: "А ты не думай, а ты вот вообще в эту сторону не мысли". Ну нет, тут вот именно мысли нас делают заложником бездействия, мои дорогие. Действий нет на этих картах. Может быть, и вы сейчас вот в таком долгом ожидании. Все же я тут больше вижу какое-то сообщение, бумага, документ. Или ваше важное решение. Может быть, это, знаете, как глаза у нас открылись. Все-таки это карта шанса. Мы все разные, у каждого может быть по-своему. Но часто именно туз Пентаклей будет говорить больше о материальном. Поэтому как лист какой-то, да, или вот именно бумага. Ну, в нашу цифровую эпоху это может быть. И, конечно, важный разговор, да, но как возможность. А может быть, это какое-то предложение. Хотя я допускаю и так, смотрите. Вы можете узнать косвенно какую-то новость. Может быть, даже в средствах массовой информации, и у вас какой-то пазл тогда сложится. Потому что эта карта как начало-начало. Это первое зерно успеха. Поэтому, может быть, нам и говорят, первое зерно успеха. Но, ну вот тут определенно, да, даже не зная карт, нет динамики. Раз нет динамики в прошлом, то нам каким-то образом нужно выход искать из этой путаницы или из этого лабиринта. Для кого-то из вас денежная тема. Именно денежный вопрос нужно решить, как отстроить свое благополучие с нуля, потому что из прошлого нечего взять, из прошлого, ну, как бы нечем воспользоваться. Или это вы сейчас, пройдя какой-то, может быть, минусовый вариант, но пытаетесь как минимум выбраться на поверхность, да, чтобы нулевой отметки хотя бы достичь, а потом уже идти со знаком плюс. Именно по финансам. Почему? Ведь сама по себе карта старшего аркана именно в этой колоде, посмотрите. Лев, да, с крыльями, хотите власти, пожалуйста. Вот сейчас, тем не менее, у вас доброе время. Вы сами добрый человек, и это где-то ваше основное качество, когда вы умеете договариваться, вы умеете идти на контакт, строить контакты. Это ваше оружие. И неважно, у кого-то материальные вопросы, поверьте, значит, вы умеете себя подать в обществе, вы умеете представить себя, да, допустим, руководителю, если кто-то ищет работу. Вы сумеете каким-то образом вот способ общения переложить на реальность, чтобы, может быть, умело общаясь, работая с информацией, тут это тоже представлено, зарабатывать буквально деньги. Здесь для кого-то из вас именно и телец у нас тут с крыльями тоже, пожалуйста, да, и информационный какой-то поток, любовь, кто знает,
Ну, одна история закончилась. Это значит, так вот, что-то близится к разрешению. Вот так видят карты, мои дорогие, вас. Завершение и начало. Подведя итог, вы на пороге перемен, но вы этого не видите. Это от вас как скрыто. Скрыто, потому что вы все в эмоциях и какое-то ожидание. Сложно поставить точки, сыграть заключительный аккорд. Ладно, давайте будем узнавать. Так что же вам важно знать? Что важно знать прямо сейчас? Вот смотрите, у нас 2 туза, причем таких деятельных, как я говорю, да, материальных. Потому что туз жезлов и дела, работа, бизнес где-то, и деньги сами по себе, или какие-то бумаги, документы. И вот оно начало, да, мы сказали, завершение и начало. Кстати, есть колода добра, которую вот кто смотрит мои прогнозы на разных каналах, колет барон Рид, и она подает карты с позиции позитивной психологии. Так вот, она десятку жезлов, извините, мечей, она трактует изящное завершение. Вот давайте переложим вам вашу какую-то сложную ситуацию на советы психолога и таролога с огромным стажем, почти 40 лет, как изящное завершение. Согласимся с тем, что нет чего-то однозначно плохого или хорошего. То, что хорошо для нас, может быть плохо для кого-то другого. И точно так же наоборот. Что-то именно изящно завершается. Поэтому изящно завершаем и уже как будто начинаем. Поэтому тут может быть позитивный какой-то период, вот буквально на пороге. От принятия вашего решения, окончательного, будет зависеть прогресс. Я часто говорю, туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Вот значит, что-то завершается, и вы на пороге перемен. Вам как будто идти вперед нужно. Но в нашей карте, точнее, в наших раскладах я не рассматриваю карты в перевернутом состоянии. Это, видимо, перемешивала тщательно колоду, и вот так оно получилось. Смотрите, десятка кубков — это карта, вот тоже 2 десятки, да, но посмотрите, насколько разная. Вы как в сторону счастья. Вы знаете, тут выздоровление какое-то у вас проходит, может быть, даже решение не только финансового вопроса. У кого-то на кону альтернативное решение вопросов по части жилья. Здесь могут быть, тем не менее, примирения, мои дорогие. У кого-то вот вы не видите, а тем не менее. Вспомним о диалоге, как я говорила, да, тут важно, чтобы не одна сторона хотела, а чтобы 2 стороны были готовы пробеседовать, да, или проговорить что-то точнее, искренними быть, а не устраивать какую-то игру очередную. Но тем не менее, для кого-то из вас тут именно не просто что-то завершается, а может быть и где-то приходит тот период, когда вы сможете с кем-то очень как-то грамотно договориться. И, может быть, даже тот человек, которого вы долгое время знали, я не исключаю, как помощь. Конечно, я могу сказать помощь семьи, помощь ваших близких. Здесь, в принципе, и как уже говорила, вопросы решения дома или вопросы, которые связаны с родственниками, может быть, тоже так. Но тут на смену именно, что важно знать, на смену десятки мечей что-то завершилось, но это уже другая как будто фаза вашей жизни. Я не исключаю, что по-новому кто-то будет отстраивать и личное счастье. Вот примите это к сведению. Так, чтобы люди были вокруг верные, надежные. Не абстрактные какие-то обещания, не образы, а вы, может быть, какая-то ситуация вас научила жить в реальности. Не поддаваться где-то на те обещания, которые мы рады слышать, мы рады мечтать, нас это все вдохновляет. А вы натура можете быть очень романтическая такая, да, и поэтому вас на эмоции подцепить очень легко. Это вот я не сказала, но вот теперь могу сказать. Ну, даже если меня смотрят мужчины, и вы скажете: "Нет, я такой жесткий достаточно человек", поверьте, где-то есть часть вашей души, какая-то струна, на которой всегда можно сыграть. Что нужно услышать? Да вы на пороге перемен. У каждого свои. Но у кого-то тут может складываться в очень красивый узор, когда все, как тысячу дорог, сходятся в одной точке.
Или вы можете думать, что у вас сейчас многозадачность, а по факту это когда, знаете, это как клубок противоречий. Да, вот представьте, вы держите в руках какой-то клубок, а клубок старый. И там уже все эти ниточки, они перепутались. И пока мы там найдем, да, вот за какую ниточку нужно потянуть, а оно ведь сразу не тянется, оно уж еще там где-то зацепилось. И вот тем не менее, вот вам словно с чего-то одного нужно начать. И потом, когда мы потянули, этот клубок противоречий будет раскручиваться назад. Или, может быть, наоборот, вперед, но уже сама по себе как бы структура, она меняется, структура вашей жизни, вашей реальности. И старший аркан, он и говорит: не потеряй времени даром. Вот значит, будут у вас какие-то, как минимум, иногда по тузу жезлов, это шанс, весть тоже где-то, да, какая-то новость, которая буквально врывается в вашу жизнь. Может быть, это действительно будет связано со средствами массовой информации или обстоятельствами, которые происходят вокруг вас. Вы, может быть, раньше даже об этом думали, а не могли решиться. Вот так вот тут вы решитесь на что-то. И словно пространство помогает вот этот клубок раскрутить, выйти из этого прилипшего или запутанного состояния. Но понимаете, для вас вот что важно. Для вас будет очень важно быть хитрее, я вот прямо скажу по этой карте. Потому что какое-то ожидание, вам давно нужно было понять, что это чья-то игра. И кто-то будет, пусть не конкретный человек, который, был в вашей жизни, и это именно этой персоны касался вопрос. А таких людей на нашем жизненном пути, их еще будет тысячи, мои дорогие. Уйдет один, придет другой. Но хорошо, но даже если это так, раз мы не можем это отменить, стало быть, мы должны быть внимательнее. Вот вам нужно нутром чувствовать таких людей. Вот почему вы оказались, может быть, что вам важно услышать и нужно знать. Вы оказались по своей доброте душевной, а где-то по наивности, в какой-то дурацкой ситуации или в зависшем состоянии. Может быть, даже, да, вы по доброте душевной думали, когда какое-то дело имело начало, и вроде все оно продвигалось хорошо. Ну, с какого бы я перепугу, да, могу предположить, что вот сейчас там какой-то коварный план вынашивает человек. Учиться предполагать нужно, понимаете? Потому что хитрецы и пройдохи на вашем пути будут встречаться. Будьте к этому готовы. Отделять зерна от плевел. То, что вам полезно, помогает, и то, что вас обесточивает, заставляет какое-то время ожидать. Вот примите это к сведению, подсказка, что нужно услышать. И если вам конкретный человек говорит что-то, обещает и одновременно, может быть, готов заключить какой-то документ, заключить какую-то сделку, подписать контракт, договор, значит, это в реальной жизни присутствует. И если это абстрактно, завтра, послезавтра, но мы с тобой потом, вот мы пойдем, или мы с тобой оформим там что-то, да, или я еще подумаю, волшебная фраза. Вот думать можно, у нас через одного, наверное, все мыслители. Ну, правда, вот тогда опять образы. Вот всмотритесь в эту карту, мои дорогие. Коль в нашем раскладе «Как быть?» она выпадает второй раз. Но в подобных раскладах. Я, кстати, буду благодарна вашим комментариям, есть ли вообще смысл вот именно эту тему «Как быть?». И предложите другие, может быть, темы, да, вот именно «Как быть?». Потому что мы ведь уже спрашиваем, что нужно знать, и стало быть, это уже какие-то действия, не абстрактное, а вот что это нужно с этим делать. Так вот, тут надо быть хитрее, мои дорогие. Ну, наверное, если еще и выпадет принцесса мечей, которая где-то прообраз. Ну, в этой колоде это у нас принц мечей. Принцесса – это прообраз Медузы Горгоны, которая пострадала именно из-за наивности и доверчивости. Ну, тогда точно пазл какой-то сложится. Итак, что вам нужно еще услышать? И важно знать. Колесница. У вас скоро предстоит тот путь, жизненный именно, хотя для кого-то это может быть напрямую с дорогой связано. У вас даже предстоит жизненный этап, когда вот видите, долгое ожидание, да, ничего не происходит. Значит, может быть, отчасти даже это у кого-то будет инициировано внешними событиями,
Будьте внимательны. Нельзя прокрастинировать. Все. Вот надо заканчивать какое-то бесцельное ожидание. Все карты нам об этом. И придется, может быть, какую-то активность, как включиться в нее. Ну и планетарно у нас тоже где-то такой период, когда жизнь набирает динамику. Может быть, прежде мы могли бы сидеть еще раздумывать, где-то так в созерцании находиться. Нас вот так будут складываться за счет планетарных транзитов наши обстоятельства, это коснется каждого из нас. Когда мы можем сказать: "Ну надо же, вот я такого даже и не предполагала, или такого не могло быть", а тем не менее это есть. И это потребует именно активности, скорости, быстроты. По сути дела, как и карта колеса фортуны, нам говорит, мы сказали с вами: не теряй времени даром, потому что сегодня колесо идет наверх, достигает пика, а потом оно пойдет вниз. То есть ты сегодня сидишь, думаешь: "Ну ладно, я вот завтра там куда-то пойду". Или вот я завтра с понедельника начну здоровый образ жизни. Ну, к примеру, да, я в шутку говорю. А завтра не те энергии. Вот пришла мысль, делай сейчас. И карта о скорости еще раз колесница. Для кого-то из вас что нужно услышать? Будьте готовы отправиться куда-то налегке. Налегке почему говорю? Потому что, когда аркан колесница, мы должны быстро собраться. То есть это мы не можем какое-то, опять же, время упустить. И тут буквально нужна будет скорость. Второй момент, что важно знать. Для вас нужно быть мобильным, мои дорогие. То есть мобильным, кто-то водит машину, значит, проследите и будьте внимательны за рулем своего авто. Проверьте, может быть, техническое состояние, то есть мобильность, да, что если нужно куда-то поехать, значит, это: "Ох, машина сломана, что же я буду делать?" Но даже если, машина всегда, к сожалению, может что-то там выйти из строя, у вас должен быть запасной аэродром. Вот вам нужно создать не только вот, понимаете, вот ту реальность или начать жить в ней, но при этом не допускать, чтобы с вами кто-то хитрил или пытался вами манипулировать. И конкретно по аркану колесница: хорошо, запасной аэродром. Каким образом, да? Собирались ехать одним маршрутом, один маршрут там встал, не получился, билеты кончились, или, я не знаю, доехали до точки и все. Значит, вы должны быть готовы к неожиданностям, понимаете? Вот это для вас нужно услышать. И поэтому даже если за рулем авто, значит, окей, что я буду делать? Продумывайте план маршрута. А если вы без автомобиля, хорошо, каким образом можно добраться до этого места? И тут у вас должен быть не один вариант, а несколько. И приготовьтесь к переменам. Вообще-то это карта перемены. Еще нам снова говорят: победа какая-то у вас на кону. Вот смотрите, нам обрисовывает человека, который долгое время был как в чужой западне, в чужой игре. Или действительно по доверчивости долгое время кого-то ждал. Может быть, и финансовая ситуация от этого тоже несколько ухудшилась, да? Может быть, какой-то проект, кстати, у вас ваш личный мог не идти, личное дело, может быть, творчество или вот то, чем вы занимаетесь. И вроде обещано было, вроде и работы было много сделано, а все это не продвигалось. А может быть, оно поэтому и не продвигалось что-то, потому что как пространство вас готовило таким образом к переменам. Оно вот то, что вы, может быть, даже, мои дорогие, мечтали, а по факту для прогресса. Прогресса можно было не рассчитывать, но вы этого не видели. Неизбежно какая-то история шла к финалу, но вы ее в тот момент воспринимали как-то иначе. А вот вам нужно с новым подходом вообще на жизнь посмотреть, добавить динамику. Себя как будто приходится менять. Ладно, что еще нужно услышать для вас? Давайте еще один ряд, что нужно услышать. Тут вы и сами можете задуматься, кстати, о подработке конкретно. Или придет какая-то весть, которая касается финансов. У кого-то это весть от ваших детей. Или какая-то, знаете, ваша задумка, тема, желание. Все-таки пажи– это ученики и вестники. И когда мы что-то начинаем, но практически, да почти с нуля, с самого начала. Может быть, это новая работа, или это все равно, пусть работа старая, элемент новизны, новый график, новый руководитель, новые порядки, новая метла по-новому метет, или какие-то новые инструкции. Вот тут у вас действительно
Если была победа, где-то нам карта говорит: "Ты не успокаивайся, тебе свои позиции, которые вы вот-вот достигаете, да". Вот если где-то будете следовать, тому пути, который нам подсказывают карты, но каждый переложите, конечно, на что-то свое, то победа будет. То есть результат вы какой-то получите. Но вам, как оттолкнуться, вам высшие силы будут помогать. С учетом карт в старших арканах, вот эта помощь вам приходит, чтобы вы, как вот этот знаменатель в конечном итоге, сумели под чем-то провести. И это как, знаете, базис своего рода, и поэтому следует начало, но двойка мечей. Вам придется выбор какой-то делать сердцем. Хотя карта больше рациональная, холодная. Может быть и сердцем, но имеется в виду точно не эмоциями. Но спросить себя придется. Казалось бы, победа, да? Какой-то вопрос решился. Значит, мы можем расслабиться. Когда мы получаем победу, это первое что? Мы хотим отдохнуть. Нам кажется, ну вот, все вернулось на круги своя. И вот, надеюсь, видно, Чиро Маркетти изобразил нашего героя таким уставшим. А посмотрите, вокруг толпа, ему рукоплещут, все его поздравляют, а ему никак. Он знает цену этой победе. Точно так же он знает цену восторга этой толпы. Сегодня они тебя поздравляют, увы, завтра кричат «распни». Ну вот как-то так. Поэтому не замечтаешься. Поэтому вы проходите какой-то сложный путь, потому что хитрость где-то будет. Будет искаженная информация. Каждый будет манипулировать. Ну, не абсолютно каждый, но многие люди, как в которых, ну, или ситуации, в которых вы окажетесь. Может быть, это даже, знаете, в каком-то информационном поле вы будете находиться, когда каждый говорит что-то свое. И, может быть, информация мы же воспринимаем через органы чувств где-то, правильно? Через уши будем говорить, видим мы глазами. И вот то, что мы слышим, то, что мы видим, а еще добавим эмоции в виде воображения, ого, картинка у нас уже сложилась. А в реальности будет не так. Спрашивайте у себя, где я сейчас? В реальной жизни или в абстрактном каком-то мире? Это будет помогать делать правильный выбор. Что нужно услышать? Нет, все-таки тут новый этап, который потребует от вас для кого-то даже обучения. Ну, может быть, не буквально вы сядете за парту, пойдете в университет, сами будете искать либо курсы, либо, может быть, даже онлайн, или заинтересуетесь каким-то проектом, или вам будет даже предложена, да, какая-то должность, может быть. Но в каком-то новом амплуа вы можете чувствовать, не, я там как новичок, я ничего не знаю. И вы понимаете, потому что по этой карте мы сами этого хотим. Именно добавить знаний, и мы тогда очень ресурсны становимся. Это ваши ресурсы на этапе уже в сторону будущего. Любая тройка – карта будущего. Но изучение как будто необходимо. У кого-то буквально быстрые какие-то курсы, пока вы учитесь, может быть и так. Вы тут делаете какой-то важный выбор, и потом у вас больше возможностей. Вот эти знания – это не ради любопытства, а потому что мы на основе этих знаний будем делать деньги или зарабатывать деньги, строить какую-то, может быть, даже новую профессию. Поэтому иногда по пажам мы хотим приобрести именно ремесло. Это то, что в наших руках. Это не университет, повторюсь, а несколько месяцев, и мы уже и сертификат получили, и экзамен сдали. Вот эта карта экзамена, буквально у кого-то экзамен, может быть, будет на кону, может быть, вы сейчас об этом не думаете. Но смотрите, у нас есть курсы, которые длятся 3 недели, например, месяц, 2, 3 месяца, поэтому у кого-то это будет вот так быстро развиваться, вам только стоит захотеть. Увидеть именно себя в той реальности, которая присутствует. И тут у вас жизнь, посмотрите, заиграет красками, и сразу приходят какие-то победы. Воодушевление само по себе, понимаете? Вот это внутреннее состояние души, которое не дает нам раскиснуть и хандрить. Вот для вас не хандрить – это не последнее дело. И для кого-то может быть просто жизненный экзамен. И тут банально, кому-то учить языки, а может быть это даже, да, у меня есть моя, ну, коллега по работе и очень добрая знакомая. Вот бывают такие метаморфозы, но, может быть, это кому-то важно услышать. Почему, если мысль приходит в голову, надо обязательно что-то развивать, понимаете? Не отложить, вот как по колесу фортуны. Почему я смотрю на эти две карты
И мне сейчас вспомнилось, не отложить на потом. Так вот, ее дочь, ну, учась еще в бытность, когда она третий курс биофака, она решает, она в совершенстве владела английским, но ей захотелось испанский язык. Она через поисковик узнает, ищет, точнее, курсы по испанскому, но вот тогда еще, сейчас более так четче искусственный интеллект нам, да, если мы загуглим, он нам уже так более правильно, или Google, да, интеллект нам выдает какие-то подсказки. Тогда это было давно, это было несколько иначе. И ей выдают, раз язык, изучите, да, язык программирования. Вот представьте, она на сегодня ведущий специалист по Python. А все начиналось банально. Не откладывайте свои мечты на завтра. И, может быть, это своего рода как старт проходит через такой сложный жизненный экзамен. Ладно, что нужно еще вам услышать и важно знать. Вот смотрите, вверху семерка мечей, а внизу рыцарь мечей. И рыцарь мечей здесь будет где-то свидетельствовать, когда мы по наивности не должны попасть в какую-то еще очередную ловушку. И тут у нас прописано значение «мы ищем правду, и мы ее находим». И по этой карте, может быть, для кого-то тут тоже вообще, в принципе, дорог будет много. Будьте готовы в любой момент куда-то собраться, что-то переигрывать, может быть, где-то не идти, знаете, как не плыть против течения, не пытаться как противодействовать судьбе. Все же по этой карте может быть что-то такое колючее, где-то не совсем приятное, но это несет нам ясность по какой-то ситуации. Может быть, и придется иногда по этой карте как будто действовать быстро, мои дорогие, но при этом осмотрительно. Не случайно Чиро Маркетти изобразил рыцаря на обрыве. Скакал, скакал, был на своих мыслях где-то, прискакал, едва не свалился. Поэтому за реальностью надо наблюдать. И поэтому, если ты что-то продумал до мелочей и ищешь правду, ты ее обязательно найдешь. И пусть, может быть, какой-то путь, да, мы же не знаем, какой путь прошел этот рыцарь. Может быть, там словно это было как понятная дорога широкая, которая ведет в никуда. Поэтому быть осмотрительным определенно стоит. Вот это тоже вам нужно услышать. То есть, если что-то обещается, мы где-то говорили с вами, да, но это еще не гарантирует, что продолжение будет точно такое же. По пажу жезлов мы можем говорить и еще раз о какой-то информации или, скорее всего, с какой-то дорогой, перемещением, переездом. Вы либо услышите в дороге информацию, либо с изменяющимися событиями. Вот с этими самыми переменами вам придется принимать какое-то очень важное решение. Будьте к этому готовы. Предыдущая карта рыцарь мечей. Поэтому будьте вдумчивы, будьте рациональны, ищите подвох даже, я бы сказала так. Король мечей. Вообще это карта эксперта. Это человек, который основное, как бы основной посыл– это интеллект. Ни разу не про эмоции. Но, видимо, смотрите, у вас вот тут победа, да? Вы как будто плато какого-то достигаете. И я говорила, нужно удерживать. А вот теперь мы видим, почему удерживать. И люди разные, ситуации разные. Что-то приходится изучить, что-то приходится переиграть. Иногда это высокие чиновники, или иногда это люди, которые работают по приказу, иногда люди в погонах. Не обязательно военные, любые могут быть погоны. Или люди в форме, в принципе. Поэтому вам, может быть, доведется принимать еще какое-то важное решение, что-то согласовывать. И вот когда мы готовы к диалогу, к сложному диалогу, какой-то, может быть, даже вот с учетом рыцаря мечей, болезненная информация, внимание, мои дорогие. Так вот, тем не менее, какое-то правильное решение вы, скорее всего, и примете, когда и волки сыты, и овцы целы. Вот где-то в этой концепции. Ну вот давайте мы теперь с вами узнаем, так как же быть? К чему приготовиться? Может быть, и так. Как быть прямо сейчас? Вот давайте достанем карту, две. Как вам быть прямо сейчас? Карта искаженного восприятия. Вот не устраивай себе какого-то диалога, именно основанного на искаженном восприятии. Не замыливай себе или не закрывай глаза. Девушка смотрит вглубь себя, она не видит, это ей кажется.
руки в цепях, я на коленях, вокруг холод, всегда вот открытые участки тела, это олицетворение нашей уязвимости. Мне холодно, и я сейчас как под каким-то гнетом, и я не могу ничего сделать. Тут вот карта передает именно ощущения, внутренние, мои дорогие. Но если бы девушка, и, кстати, то, что обрисовано на карте, то это именно так чувство автор передает колоды. А если бы не она сняла эту повязку, так эти бы мечи, они бы растворились. Их ведь нет. Или их можно обойти. Что это за забор? Это не забор вовсе. Поэтому вот, видимо, в основе всего не должно быть искаженного восприятия. Да, новый жизненный этап. Когда, вы знаете, вдохновение будет, силы будут. Это карта физических сил. Но точно так же иногда эта карта говорит о возможных перемещениях, путешествиях. Может быть, карта даже говорит, тебе нужно как вдохновиться чем-то. Может быть, если, к примеру, банально, да, вот как совет, как быть. Если вы много времени проводите в замкнутом пространстве, ну, кто-то, может быть, и работает на дому, ну, кто-то работает тоже удаленно. Ну, значит, попробуйте трансформировать вашу работу, может быть, ну, перемещаясь, да, допустим, или где-то вы можете работать, да, или менять как место дислокации. Не обязательно дома сидеть, если это телефоны или если это лаптоп. То есть вы же можете как-то перемещаться, да, быть так более свободными. Для вас мобильность очень много значит. Я уже об этом говорила. Потому что вместе с тем, что когда мы как будто в люди выходим, приходят и возможности, мои дорогие. Не придут вот, да, к нам как будто на порог сами по себе какие-то люди невесть откуда взявшиеся, если мы сидим и ничего не предпринимаем, не развиваем, как бы, ну, не расширяем, может быть, горизонты своего общения, когда мы закрыты от мира. Тут вот именно возможности переходят через новое общение, новые контакты, через вообще какие-то даже желания видеть мир, может быть, и так. Что-то будет завершаться. Вот смотрите, сначала нулевой аркан, а потом 13-й. Может быть, для кого-то что будет еще завершаться. Ведь иногда эта карта и есть и где-то наивности. Мы не должны сглупеть. Так вот, для вас как будто все три карты. Первое искаженное восприятие. Нулевой аркан– это хаос перед началом творения, кстати. То есть это есть определенная путаница. Мы с вами говорили, что у вас сейчас именно создалась эта путаница, потому что вы смотрите на ту ситуацию, которая, в принципе, она не имеет прогресса. И вот здесь мы должны понимать, что нам придется с этим проститься. Есть то, что уходит из вашей жизни очень даже, я бы сказала, целесообразного, если мы говорим, ну, или где-то гармонично с учетом планетарных транзитов, потому что, да, совсем скоро Уран перейдет в знак зодиака Близнецы. И поэтому мы тут сейчас в ближайшее время будем как и прозревать, что-то доводить до ума, именно из разряда тех дел, событий, может быть, и взаимоотношений, когда есть диалог, когда есть возможность, какой-то взаимный энергообмен. Ну и будем отказываться от того, что не имеет уже никакого смысла. Вот вам как будто нужно разделить на то, что мимо идет, или я уже прощаюсь, и то, что я начинаю. И сделать это нужно обязательно, не замылив себе глаза и не надев розовые очки. Розовые очки, как известно, бьются стеклами внутрь. Не должно быть искаженного восприятия, потому что следом за этими розовыми очками вот эта повязка на глазах. Так, давайте еще спросим, как вам быть. Ну, вдохновиться, наверное, точно стоит. Смотрите, будьте готовы к общению. И опять же, где-то карта и о путешествиях, знак рыбы. Рыбы– это как богатый улов или для кого-то, ну, настроить себя, может быть, и правда, на обучение чему-то или на вторичный доход, на какие-то, ну, вот именно действия, которые вы прежде не осуществляли, а теперь изучая что-то новое. Или, может быть, даже, ну, кто-то банально именно хочет больше получать денег. И это может быть такой побудительный и очень реальный мотив. Дай-ка я, может быть, есть какие-то задумки, планы. Что это я думаю? Дай-ка я попробую это воплотить в жизнь. А почему бы и нет? Вот даже себе сказать: "А почему бы и нет?" И начать что-то.
Вот это будет очень важно. И у кого-то это более чем реальная история, которая потом будет после изучения, как еще и какое-то продолжение, кто знает, может быть, с большим доходом, нежели какая-то основная работа. Я такого тоже не исключаю. Но и еще и карта нам говорит именно путешествия рыбки, как будто в разные стороны плывут. Да, сам знак рыб– это две рыбы, плывущие в разные стороны. Поэтому иногда это олицетворяет именно перемещение. Я об этом сказала. Но и самый главный компонент– лучезарная дельта. Символ, мощный символ, который используется в разных религиях мира, самых древних. И на расстоянии ты должен видеть. Имеется в виду что? Прогресс. Мы уже неоднократно за наш прогноз говорили именно видеть, что перспективно, а что нет. Вот видеть на пару шагов вперед– это точно. И не замечтаться. И неважно, какие фазы Луны. Да, при всех фазах Луны мы где-то с вами говорили, вот эту победу, ее нужно сохранять. Себя учиться сохранять по-новому. Вот как быть. И вы от этого будете получать бонусы. У вас будет больше получаться. У вас будет, ну вот, наверное, даже если мы решим не сидеть сиднем на одном месте, а так немножко, или банально даже, да, кто-то сидит дома. Мне иногда пишут, я на пенсии, а вы мне говорите, деньги придут. Я думаю, кто смотрит на других каналах мои видео, вы видите, это порой странные комментарии. Человек абсолютно уверен, что то, что я сказала в прогнозе, касается лично его. То есть альтернативная мысль, она отсутствует вообще, к сожалению. Но, значит, тем не менее, кто досмотрел до этого момента видео, и где-то это совпадает. Я правда. Вот вы можете себе сказать правду самому себе, что вы много проводите как в замкнутом пространстве времени. Тогда эту ситуацию тоже надо менять. Жизнь будет меняться. И это вас будет тоже радовать. То что еще? Как быть? Вот нужно быть, знаете, как и может быть, не отказаться от своей идеи, быть легким на подъем. Опять же, вот в этой карте это тоже присутствует. В этой карте мы рассматриваем из тысячи каких-то, может быть, наших желаний. Мы сводим более реальным вариантам, как минимум к двум. Вам придется договариваться с кем-то, примите это к сведению. Может быть, даже словно сидеть одновременно на двух стульях. Но тогда следом за этим приходит какой-то третий вариант или ваше какое-то решение – не противьтесь судьбе. Тут, правда, перемены на пороге. Попробуйте именно как по сглади этой судьбы проскользить, как по волне по этой проплыть, а не пытаться против течения. Может быть, имеется в виду против течения. Это когда мы постоянно нам сказали, ну, допустим, одно, или пришла какая-то новость, а мы говорим ее как отрицаем. Вокруг происходят перемены, а мы их тоже отрицаем. А тут, если нужно, мы готовы согласовать. И первая карта ведь наша была мир. Вам это свойственно. Вы добрые люди. Позвольте себе, мои дорогие, ваши лучшие качества души, гармонию, доброжелательность и умение быть дипломатом переложить на пользу себе. И жизнь заиграет совершенно другими красками. А то, что малозначимо, то, что вот, да, смотрите, вверху, как раз над арканом смерти, окончания. Какое-то ожидание, какие-то хитрики. Значит, это вы увильнете от таких хитромудрых персон. Или когда мы, ну, вот взяли, спохватились, куда-то поехали, а заранее не увидели, не просчитали. А тут нужно информацию дополнительную найти перед тем, как мы делаем следующий шаг. Так вот, когда была вот подобная путаница из-за доверчивости, из-за, может быть, того, что вы сталкивались с такими людьми, которые вас накормили чересчур этими ожиданиями, да, но в конечном итоге вот именно это должно быть завершено. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт. Там у меня разного рода статьи. Есть у меня, кстати, так мы заговорили о медузе Горгоне. У меня есть именно о символах. Правда,
Не все статьи у меня на этом сайте, есть еще на другом, я потом их перенесу. Я думаю, для кого-то это тоже будет интересно, поэтому следите за публикациями. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.